Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем сегодняшнюю видеовстречу, которая будет посвящена теме базовой программы парного совершенствования. Это та тема, которую мы несколько раз поднимали в своих видеовстречах, о которой мы рассказывали. И сегодня хочется об этом рассказать более подробно. Что это означает в жизни человека, как эта базовая программа проявляется в вашей жизни и что это дает практически, для чего нужно это осознавать, для чего нужно ориентироваться в тех условиях, которые возникают в вашей жизни вследствие того, что у вас именно базовая программа парного совершенствования. Тема сегодняшней нашей встречи еще называется «Предчувствие своей родной души». Почему такое название? И какая связь с базовой программой парного совершенствования? Дело в том, что очень многие люди, достаточно многие люди чувствуют свою родную душу. У них есть это внутреннее состояние, есть это предчувствие, но не всегда есть достаточное осознавание того, что же происходит с человеком, почему у него возникают те или иные состояния, внутренние состояния души, почему у него складывается именно таким образом судьба, жизнь, особенно во взаимоотношениях с противоположным полом. Многими причинами, или так скажем, причиной для многих явлений является именно это внутреннее предчувствие своей родной души. И у некоторых есть именно эта базовая программа парного совершенствования. Есть это состояние, при котором необходима близость, необходимо единство со своим истинным партнером. Кто такой истинный партнер? Чаще всего это именно родная душа. Но мы уже не раз на встречах говорили, что родная душа – это общий термин, общее название. Могут быть различные типы взаимоотношений, кармические связи, родственные души, близнецовые пламена. А есть другие названия для различных феноменальных отношений между мужчиной и женщиной. Так вот, ощущение близости своей родной души для многих людей – это естественное состояние, это им присуще. Но вследствие того, что до недавнего времени было мало информации на эту тему, то есть немногим был известен этот термин «родная душа», немногие были знакомы с терминами «родственные души», «близнецовые пламена». Вследствие того, что подчас недостаточно информации, многие люди, которые чувствуют свою родную душу, они недостаточно осознают, что же это означает для них, что у них при этом происходит и что это может дать для их повседневной жизни. Сегодня мы об этом и поговорим. Итак, у каждого человека есть его родная душа, у каждого человека есть его истинная, или еще говорят, божественная половина. У каждого человека. Но, во-первых, не каждый это осознает, не у каждого человека есть это чувство, ощущение его родной души. И не каждому человеку нужно именно встретить свою родную душу для того, чтобы осуществить свой земной путь. То есть не у каждого человека есть базовая программа парного совершенствования. Есть одиночный путь, есть путь группы, где человек прекрасно чувствует себя и очень хорошо развивается именно в группе, либо в одиночестве, когда он один. А базовая программа, она говорит о том, что человек нуждается в своей половине для того, чтобы чувствовать жизнь.
для того, чтобы развиваться, для того, чтобы добиваться успеха, для того, чтобы найти свой путь. Одним словом, ему его вторая половина, его родная душа, просто необходима. Иначе он в жизни никак себя не обретает, никак себя не находит, не может получить то, чего он, возможно, где-то в глубине души хочет получить от жизни, чего-то добиться, как-то себя проявить, самореализоваться. Вот многим людям нужна именно их вторая половина для того, чтобы с ними все это начало происходить. Какие бывают проявления вот этой базовой программы парного совершенствования, и поговорить о том, что многие люди чувствуют свою родную душу, но далеко не все из них нуждаются именно в такой встрече. Начать нужно с того, что немало есть людей, которые, встречая свою родную душу, они по-настоящему пугаются. Это их пугает. Они чувствуют эти энергии, очень большие, достаточно сильные энергии, которые начинают через них проходить. Они чувствуют это очень сильное притяжение друг к другу, и многих это пугает по-настоящему. То есть в своей работе, в своей деятельности в теме родных душ мы часто сталкиваемся с тем, что люди не просто не понимают, что с ними происходит, когда они встречают свои родные души, но они по-настоящему пугаются. То есть они отказываются от этой встречи, они не хотят продолжать этих отношений, хотя чувствуют очень большое притяжение. Они чувствуют, что между ними, между мужчиной и женщиной в момент встречи происходит что-то необычайное, происходит что-то очень большое и значительное. Но вследствие того, что они не могут определить, что это такое, им незнакомо, никогда раньше они ничего подобного не испытывали, и вследствие того, что это начинает у них вызывать какие-то непонятные ощущения, ощущение духовного пробуждения, чувство наполненности энергией, какой-то необычайной активности. Вот все это и многие другие проявления некоторых людей, они пугают. И некоторые люди, они сознательно идут на то, чтобы прекратить эти отношения. Ситуация дальнейшая складывается таким образом, что они чувствуют притяжение друг к другу. Но вот этот страх, он берет свое, он выносит окончательное решение. То есть они идут дальше, руководствуясь не вот этим чувством единства, которое возникает между родными душами, они руководствуются не тем ощущением необычайного сильного потока энергии, который проходит между ними, а они руководствуются чувством страха. То есть они говорят о том, что это слишком непонятно, это просто выходит за рамки всего нами известного, поэтому не стоит продолжать этих отношений. Такие случаи бывают. Это такой первый вариант, когда человек чувствует свою родную душу, но он отказывается от дальнейшего продолжения отношений. Второй вариант, когда встречаются родные души, но их встреча происходит не для того, чтобы у них возникло какое-то долговременное сотрудничество или долговременное общение. И их встреча, она не для того, чтобы они соединились и жили вместе общей жизнью, а эта встреча происходит для того, чтобы они получили импульс, энергетический толчок, который очень активно продвинет их в их развитии. Чаще всего это духовное развитие. То есть человек встречает свою родную душу, очень быстро происходит скачок энергии, энергетический уровень очень значительно поднимается, человек чувствует в себе эту силу, и он начинает очень интенсивно развиваться. То есть происходит духовное пробуждение. С ним начинают происходить феноменальные вещи, раскрытие сверхспособностей.
или о раскрытии тех талантов, которые дремали у него внутри. Он начинает продвигать те проекты жизненные, которые раньше никогда ничего подобного он не делал, но, возможно, очень сильно хотел. То есть было желание сделать что-то такое значительное, но не было вот этого импульса, не было той энергии, которая позволила бы ему это сделать. И вдруг вот этот импульс появился, появилась энергия, и начинает проявляться те таланты, те наклонности, которые у человека дремали. Вот такая встреча происходит именно для этого. Родные души встречаются для того, чтобы пробудить друг друга, для того, чтобы продвинуть друг друга в жизни дальше, встать на свой путь в том числе, то есть найти себя и свое занятие, свое место в жизни. После этого они расходятся. После этого их пути идут по разным сторонам. Нужно сказать, что это не есть встреча двух божественных половинок, то есть божественные половинки, они встречаются для того, чтобы полностью воссоединиться и потом идти одной общей дорогой, одним общим путем в этой жизни. У них общая миссия. Вот такая встреча для того, чтобы получить только первичный импульс, это встреча с родственной душой, как правило. Либо это может быть встреча с кармическим партнером, очень сильная встреча, тоже заряжают друг друга энергией, тоже дают вот этот импульс, и после этого их пути расходятся. А такое случается достаточно часто. И мы очень много раз говорили о том, что если вы встречаете свою родственную душу, то это не для совместной жизни, поэтому нужно разобраться в этом типе взаимоотношений, чтобы не было жизненной драмы и чтобы вы получили максимальный эффект от этой встречи для того, чтобы полностью реализовать тот энергетический потенциал, который вам был дан в момент вашей встречи. Итак, это второй вариант, когда встречаются для того, чтобы получить вот такой вот энергетический импульс. Тут нужно еще дать некоторую ссылку. Иногда встреча родственных душ происходит для того, чтобы они спасли друг друга. Причем спасли в самом прямом смысле этого слова, спасли жизнь друг другу. Для того, чтобы они уберегли друг друга от каких-то неверных шагов в жизни, которые могут привести к очень большой катастрофе, к очень большой драме. Такое бывает, такое случается. То есть в какие-то моменты критической жизненной опасности, опасности для жизни и здоровья человека, ему может встретиться его родственная душа для того, чтобы оказать вот в этот период, оказать жизненно необходимую поддержку, опять энергетическую поддержку. После того, как эта миссия встречи будет завершена, родственные души достаточно спокойно расходятся, если они осознают полностью, что их встреча произошла именно для этого. То есть если они не стараются задержать своего партнера, тогда как миссия встречи уже выполнена, и дальше им нужно идти разными дорогами. И, наконец, следующий тип встречи с родной душой, о котором мы сегодня будем говорить более подробно, это встреча с близнецовой половиной, с божественной половиной. Вот эта встреча происходит именно для того, чтобы произошло полное воссоединение и на духовном плане, и на повседневном плане. И когда происходит такая встреча, она является как бы квинтэссенцией всех встреч, которые произошли у человека в течение жизни или которые могли бы произойти, но по каким-то причинам он их избегал. Допустим, встреча с родственной душой. Там происходит и духовное пробуждение, там происходит и повседневное развитие, и божественные половины могут действительно спасти друг друга в какие-то критические минуты, в опасные минуты жизни. И они испытывают и страх в том числе, они переживают внутреннее очищение и божественное переживание. То есть это полный спектр всех ощущений и полный спектр всех возможностей для человека присутствовать вот в этой встрече. И человек понимает и осознает, что это
пожалуй, самое главное событие в его жизни – встреча с его божественной половиной. Это настолько значительное событие, которое полностью переворачивает всю его жизнь, не просто оказывает какую-то поддержку, а самым коренным образом, самым радикальным образом меняет всю его жизнь. Меняет, в конце концов, в самую лучшую сторону. После прохождения внутреннего очищения и трансформации человек преображается. Он обретает все свои потенциалы энергетические. У него начинают проявляться все его таланты и способности, доселе скрытые. То есть происходит полная самореализация. И вот такая вот встреча, она как раз-таки и дает человеку абсолютно четкое понимание, что у него базовая программа парного совершенствования. То есть он понимает, что только после встречи со своей истинной половиной у него произошло вот это вот раскрытие. Только после этой встречи его жизнь начала выходить на совершенно иной, на качественно иной уровень жизни. Только после этой встречи он начинает добиваться истинного успеха в своей жизни. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Познает свое предназначение, узнает свою миссию. То есть это показатель того, что для этого человека была просто необходима встреча с его истинной божественной половиной, со своим истинным партнером, для того, чтобы полностью он раскрылся и начал самореализовываться. Потому что, еще раз стоит повторить, есть люди, которые встречают свою родную душу, в том числе и свое близнецовое пламя, но у них не происходит такой кардинальной трансформации, и у них не меняется целиком и полностью жизнь, и не происходит такого полномасштабного, можно сказать, стопроцентного раскрытия. У тех людей, у которых нет базовой программы парного совершенствования, у них другой жизненный путь, у них другая жизненная парадигма. Им не обязательно находить своего партнера, истинного партнера. Вот у них такого не происходит. Это нужно отметить отдельно, отметить особенно. Люди, которые родились с базовой программой парного совершенствования, их судьба заключается в том, чтобы найти свою истинную божественную половину. И они часто чувствуют это с самого раннего детства. Очень часто вот по нашей работе, по нашим замечаниям, мы можем говорить о том, что это происходит именно с детства. Осознавание базовой программы парного совершенствования. Но так как информация о родных душах, она стала широко распространяться не так давно и стала известна более широкому кругу людей, интересующихся этой темой, не так давно, всего лишь несколько лет назад, то раньше, когда это было 15, 20, 30 лет назад и больше, эта информация была практически неизвестна, абсолютно. И вот это внутреннее ощущение своей родной души для тех людей, кто в детстве это переживал, оно оставалось непонятным, неосознанным. Никто не мог объяснить, что человек чувствует, тем более объяснить это ребенку. Пожалуй, никто, наверное, из родителей, за самым редким исключением, не могли заметить это в своем ребенке и, соответственно, не могли это поддержать. То есть вот эта базовая программа парного совершенствования у ребенка, она проявляется спонтанно и естественным образом. И очень хорошо было бы, если бы это встречало поддержку, в первую очередь со стороны родителей. Потому что именно это потом даст человеку понимание того, каков же его жизненный путь. Это убережет его от многих ошибок, от неверного пути и даже от жизненной драмы. Или, может быть, от жизненной катастрофы, бывает и такое. Когда человек не находит себя, и он
и его жизнь становится весьма и весьма, так скажем, неприглядной, весьма драматичной. Так вот, если это замечать с самого раннего детства, если дать ребенку соответствующую поддержку, то это будет только во благо. Как же проявляется это у детей? Программа парного совершенствования. Это может проявляться с самого раннего возраста, 4, 5, 6 лет. Эти дети, они особенно чувствительные. У них тонкая душевная организация, можно так сказать. Они очень хорошо чувствуют окружающий мир. Они такие немного экстрасенсы. У них душа как бы обнажена. Она в себя, если уж не впитывает все окружающее, то, по крайней мере, она очень хорошо сканирует все окружающее, очень четко чувствует. И эти дети часто бывают очень ранимые, вот вследствие того, что у них повышенная чувствительность. Эти дети очень тонко чувствуют любовь и нелюбовь. Они очень сильно нуждаются в этом чувстве любви. Оно для них настолько естественное и настолько необходимое, как воздух. И если они не получают, причем, можно так сказать, в больших количествах, если они не получают эту любовь, то они очень сильно страдают. И вследствие того, что это дети, они не могут понять, почему происходит это страдание, то и невозможно решить эту ситуацию. Они чувствуют себя одинокими, они чувствуют, эти дети в таких случаях будут склонны к уединенности, к одиночеству. Им будет достаточно трудно устанавливать контакт со сверстниками, если вот они недополучают любовь. Вот настолько это важно. Потом очень явное проявление у детей программы парного совершенствования – это особенное отношение к противоположному полу. Они очень часто и очень по много влюбляются. Они очень тонко чувствуют эту энергию любви даже в таком вот раннем детском возрасте. В 4, в 5, в 6 лет они влюбляются и часто рассказывают детям, дети рассказывают своим родителям о своей влюбленности, о своих вот чувствах, о своих переживаниях. И для них это естественно. То есть они в противоположном поле, то есть мальчики в девочках, а девочки в мальчиках, они видят некий свет. Они видят, чувствуют что-то особенное. Вот этот божественный свет они уже начинают ощущать с самого раннего детства. И опять-таки, если они не получают поддержки и понимания, то такие дети начинают закрываться. Потому что они очень чувствительные, они очень драматично переживают, если их не понимают в этом отношении. Дальше такие дети, они вырастают, и это особенное состояние предчувствия или ощущения рядом своей родной души, оно их не оставляет совсем, но оно как бы затушевывается. Оно уходит на второй, на третий план и проявляется только периодически. И проявляется чаще всего в форме какой-то неопределенной тоски, в форме того, что ребенок не может найти себя в кругу сверстников. Он хочет вот чего-то очень особенного, сказочного, и не находит этого в окружающем мире. Замечайте, если у вас такой ребенок, обращайте внимание на него, посмотрите повнимательнее. Очень может быть, что у него программа парного совершенствования. Дальше, когда уже наступает возраст юный, это начиная примерно с 15 лет, 16 лет, примерно в этом возрасте, и до 20, до 20 с небольшим. В этом возрасте начинаются уже такие парные игры, когда мальчик начинает дружить с девочкой, начинаются встречи, свидания и все такое.
И вот эти люди, уже теперь подростки, они опять-таки себя не находят в этой программе, не находят себя в этих привычных отношениях. Они не могут просто так заводить связи с противоположным полом, просто так для развлечения, для времяпрепровождения. Они хотят глубины, а их душа требует чего-то большого и светлого в этих отношениях. Если такая девушка, значит, встречает парня, то она хочет найти в нем именно вот эти вот качества. Можно даже сказать, опять-таки, божественные качества. Она хочет чувствовать и видеть через него свет определенный. Она хочет видеть в нем рыцаря, она хочет видеть в нем своего принца. Но так как в этом возрасте вот такие вот тенденции, такие желания, они, как правило, непонятны сверстникам, большинству сверстников, и поэтому о таких своих желаниях, о таких своих фантазиях подростки предпочитают не особенно распространяться. То есть они опять остаются как бы одинокими в своих ощущениях, в своих чаяниях, в своих желаниях. Они оказываются без поддержки. То есть, опять-таки, возникает та же самая ситуация, когда теперь уже подросток, он остается без поддержки. И в силу возраста, в силу переходного возраста, большинство подростков, конечно же, они не склонны рассказывать вот о подобных своих фантазиях, о подобных своих желаниях. А в основе всех этих желаний очень часто лежит именно вот эта программа парного совершенствования, вот это притяжение своей родной души. Они чувствуют у себя внутри, глубоко внутри, очень большую потребность в истинном партнере, очень большую потребность найти такого человека, которого бы они почувствовали всей душой, с которым бы они испытали вот эти состояния. Это не земные состояния, это состояние удивительного единства и настоящей любви с большой буквы. То есть подросткам с базовой программой парного совершенствования им часто бывает очень непросто. Какие характеристики, по которым вы можете определить, есть ли у подростка программа парного совершенствования или ее нет? Вот некоторые основные характеристики такие. Первое, они, как правило, не идут на стереотипные отношения. То есть все, что происходит в кругу их сверстников в плане отношений девушка-парень, для них чуждо. Они не могут с этим согласиться внутренне. И если даже они на это идут как-то, усилием воли себя толкая на это, ну что же, у всех есть парень, а у меня нет. Или наоборот, у всех есть девушка, а у меня нет. Надо что-то предпринять. Вот если они сознательно, специально начинают что-то делать, чтобы начинать встречаться вот в обычном формате, то они испытывают очень большой дискомфорт. Они чувствуют вот это огромное не то. Они не могут в этом находиться, поэтому у них могут не складываться отношения. Это не значит, что у них не складываются отношения вообще, парень-девушка. Это значит, что им нужны особенные отношения, вот те, о которых я сказал чуть выше. Следующий показатель, они очень романтичны. Они очень сильно стремятся к чистым отношениям. Вот эта тяга к чистым отношениям, к светлым отношениям, она у них практически непреодолима. Они не могут согласиться на что-то поверхностное, на что-то такое вот сиюминутное и ни к чему не обязывающее. Это их не только не устраивает, они просто не могут так себя вести, они не могут так жить. Какие же у них желания, какие у них стремления в связи с этим? Девушка, она ищет своего принца по-настоящему, она ждет своего принца. Она очень часто бывает увлечена соответствующей литературой, смотрит соответствующие фильмы. И опять-таки, как правило, поделиться этим не с кем, поэтому
та же самая тема одиночества. Это же относится и к молодым людям, то есть к парням. Несмотря на то, что может быть такой стереотип, что парням нужно только одно, да, от девушек, совсем нет. Вот есть те молодые люди, которые точно так же, они не могут идти на поверхностные отношения. Им очень скучно в таких компаниях, им очень скучно в таких отношениях, где идут вот эти вот разговоры просто повседневные, как бы ни о чем, и каждый день одно и то же. И они стараются избегать этих компаний, они больше туда стараются не приходить, потому что внутри есть желание настоящего и настоящих больших отношений. Вот этого ощущения, когда встречается парень с девушкой, чтобы это была не просто встреча, а это что-то было бы необычайно значительное, очень большая любовь. Любовь, которая вызывает очень сильные чувства. И дело даже тут не только в страсти, хотя, учитывая возраст, молодой возраст, там, конечно, присутствуют страсти, страстные отношения. А дело в том, что они нуждаются вот в этом очень большом количестве энергии во взаимодействии со своим партнером. Для них поверхностные отношения, они не энергетичны, поэтому совершенно неинтересны. У них другие потребности. Вследствие всего этого, как правило, и девушка, и парень, они довольно поздно, сравнительно поздно, начинают свою интимную жизнь. То есть в то время, когда их сверстники уже все попробовали, все узнали и в чем-то во многом уже разочаровались, да, к этому времени у них, как правило, не было никакого опыта интимных отношений, именно по той причине, потому что они не могут допустить в свою жизнь просто случайных людей. Им нужно истинное партнерство. Только в своем истинном партнерстве они могут пойти на полное сближение, в том числе и на интимные отношения. Поэтому один еще из признаков молодых людей, у которых базовая программа парного совершенствования, это то, что они довольно-таки поздно вступают в интимные отношения. У них вообще очень деликатное отношение к тому, что называется вот завести себе партнера, да? Очень деликатное отношение. Они не могут просто так даже обниматься и целоваться. Они даже не могут просто так сказать слово «я люблю тебя» или «любимый, любимый». У них просто так это не выговаривается. Они не могут себе это позволить. У них это просто не выходит. В то время, когда их сверстники в компании могут называть любимым и любимое и тому подобное направо и налево. Вот они себе не могут это позволить, у них это не происходит. У них любимый либо только один на всю жизнь, либо очень и очень какой-то значительный партнер. Тот партнер, с которым они почувствуют вот это огромное чувство любви, огромное чувство единства. Вот так это проявляется у подростков. Но, как говорится, проходит время, и жизнь берет свое, нужно заводить семью, и вот с этим у них могут быть опять сложности. До тех пор, пока они либо не найдут своего истинного партнера, либо они не предпримут каких-то очень больших усилий для того, чтобы просто выйти замуж или жениться, ну, то, что называется, вот, если уж не по расчету, то что называется, пришло время заводить семью. Вот. И они, либо скрипя сердце, либо вот в таком абсолютно полностью бессознательном таком состоянии, когда им, ну, наверное, почти все равно, либо наоборот, они полностью осознают, что вот они заключают брак только потому, что это надо, и они не испытывают никаких чувств к своему партнеру, и более того, часто нам рассказывают, вот, в таких случаях они говорят, что я знала или я знал, что этот брак, он примерно вот на столько-то лет, и мы вскоре разойдемся. Потому что вот, ну вот так надо просто. Такое вот странное чувство, что вот нам надо сейчас прожить этот участок жизни, промежуток времени
нам нужно прожить вместе, но ты не есть мой истинный партнер, и я не отношусь к тебе вот серьезно на этот счет. Такое бывает. И даже уже в зрелом возрасте, когда людям за 30, за 40 лет, даже в зрелом возрасте, если у вас программа парного совершенствования, вот это желание найти свою родную душу, именно желание сердца, желание души, которое прорывается изнутри, вот это желание, оно не оставляет человека. Оно все равно остается с ним. И так или иначе начинает направлять его жизнь. То есть ему в жизни начинают сопутствовать определенные обстоятельства, которые подводят его к тому, чтобы произошла встреча с его родной душой. Давайте здесь сделаем небольшое отступление. Что в данном случае имеется в виду, когда я говорю «родная душа»? Для очень многих людей их родная душа – это их гармоничный кармический партнер. И по опыту работы, опять-таки, можно сказать, что очень многие люди на самом деле не только не просто довольны такими отношениями, а они на самом деле очень хорошо в них развиваются. Что такое гармоничный кармический партнер? Это тот партнер, который вас усиливает, а вы его. Там происходит взаимное усиление, но только на кармическом плане. То есть на повседневном плане, где нужно решать повседневные вопросы. Вот такое кармическое партнерство, оно очень даже желательно для многих людей. И рассматривая потом в процессе работы их гороскоп и анализируя их жизнь, совершенно четко прослеживается, что у человека программа парного совершенствования однозначно. То есть как только он встречает своего партнера, его жизнь начинает расцветать. Он начинает совершать замечательные вещи, реализовывать прекрасные проекты и так далее, и так далее. Как только партнера нет, у него все начинает затихать. То есть жизнь прекращается, и наоборот он начинает болеть, какие-то препятствия несуразные возникают на его жизненном пути, неудачи и так далее. Вот человек, у него программа парного совершенствования, он находит свою гармоничную кармическую связь, гармоничного кармического партнера, и у него все происходит, и все замечательным образом. Вот гармоничный кармический партнер – это тоже родная душа, потому что когда работаешь с такими парами, вот от них исходит определенный свет, энергия такая, очень хорошая энергия, энергия единства, но только на кармическом плане. Вот дальше их совместное развитие не идет. То есть как только они кармическую задачу свою проработали совместную, после этого они совершенно естественно расстаются. Но вот пока это не произошло, они идут вместе и идут очень успешно вместе. И это тоже программа парного совершенствования. Просто на определенном, на своем уровне. Это небольшое отступление для того, чтобы дать понимание того, что для успешного развития жизненного, если у вас парная программа развития, не обязательно находить свою божественную половину, свое близнецовое пламя. Даже не обязательно находить свою родственную душу. Если вы найдете своего гармоничного кармического партнера, вам может быть этого вполне достаточно. То есть если ваше воплощение, оно нацелено на проработку кармического плана, вы должны какие-то проекты повседневные реализовать в этом воплощении, то кармический партнер гармоничный, это будет то, что вот вам больше всего нужно. И это будет прекрасно. Очень многие пары, нам известно достаточно много пар, кармических партнеров гармоничных, они очень счастливы вместе, и они чувствуют вот эту энергию, которая их объединяет, которая их окружает, как вот это облако тепла. Они чувствуют свое пространство, свой мир. Они рассказывают так, вот когда вот мы садимся вместе, допустим, просто сидим на кухне, мы чувствуем, как нас окружает вот этот наш мир, как происходит что-то очень-очень приятное, очень хорошее.
Наше единство мы чувствуем вместе. Независимо от того, как они живут на повседневном плане, там успешно, не очень успешно. Сейчас у них проблемы, либо наоборот благоприятный период. Вот эта энергия, которая их объединяет, энергия кармического плана, каузальных тел, она дает очень и очень хорошее состояние. Она дает силы для достижений, для больших достижений в повседневности. Можно даже так сказать, что гармоничные кармические партнеры могут в жизни сделать совместно, могут в жизни сделать то, что многие люди поодиночке вообще в принципе не могут сделать. Для них это в принципе недостижимо, потому что нет того количества энергии, которое необходимо. А вот при гармоничной кармической связи такая энергия как раз-таки образуется, возникает. Как же еще чувствуют себя люди уже в зрелом возрасте, у кого программа парного совершенствования? Вот один из самых таких зримых, самых легко доступных показателей, по которым можно это определить, эти люди нуждаются в любви. Им просто необходима любовь. Любовь между мужчиной и женщиной. Без любви они не чувствуют ни жизни, ни смысла жизни, ни смысла чего-то добиваться. То есть, если в их жизни нет этой любви, то какие бы ни были их достижения, они их не то чтобы не замечают, а они их совершенно абсолютно не радуют. Сколько бы они денег не заработали, сколько бы они не получили уважения в обществе, все это для них мало что означает. Им нужна вот именно эта любовь. Они в ней остро нуждаются. Несмотря на то, что зрелый уже возраст, как говорится, пора подумать о внуках, такое бывает, тем не менее, и после 40, и после 50 лет, вот мы знакомы даже с одной женщиной, после 60 лет все равно это остается на первом плане. Все равно это чрезвычайно важно для жизни человека. То есть возраст тут в данном случае он не играет существенного значения. Вот эта потребность в любви, она не затихает. Это один признак. Второй признак – то, что у человека базовая программа парного совершенствования. Такой человек, какие бы он усилия не предпринимал, даже сверхусилия, он не может получить в жизни того успеха или того, чего он желает, по той простой причине, что ему не хватает сил, не хватает энергии. У людей с базовой программой парного совершенствования энергоструктура устроена таким образом, что только их половина может дать, даже неправильно сказать дать, а только нужно сказать следующим образом. У них энергоструктура такая, что при воссоединении со своей половиной начинает поступать энергия в достаточном количестве. Вот такова особенность их энергоструктуры. И тут нельзя говорить о том, что вот они зависимы от своего партнера, или там они не хотят личностно развиваться, да, а хотят, вот, чтобы все только партнер у них был. Нет, в данном случае это не так. Если у человека программа парного совершенствования, то ему необходим партнер для того, чтобы проявились его собственные потенциалы. То есть не то, что он от партнера что-то берет, а его собственные потенциалы проявляются тогда, когда появляется истинный партнер. И вот если у человека программа парного совершенствования, и у него нет этого настоящего партнерства, он не может добиться успеха в жизни, он не может самореализоваться в жизни в должной мере, в той степени, в которой он чувствует, что может это сделать. То есть ситуация такая, что человек может чувствовать в себе эти потенциалы, он может чувствовать в себе эти возможности, и он старается их реализовать. Но у него год за годом не будет получаться это. Но как только произойдет вот эта встреча с родной душой, все начнет происходить само. То есть уже без особенных усилий все будет происходить спонтанно, начнут раскрываться дополнительные возможности, перспективы, предложения будут поступать и так далее. То есть все встанет на свои места. Вот
Такая еще особенность у зрелого человека с базовой программой парного совершенствования. Со своим истинным партнером у него получается все. Без партнера у него не получается ничего, несмотря на все его усилия. И еще один признак, о котором нужно будет сказать. В среднем возрасте, примерно начиная с 30 лет, примерно до 40, очень многих людей возникает острая потребность в духовности, в духовном мире. Они начинают изучать эзотерическую литературу, смотреть соответствующие фильмы о всем таинственном, непознанном, посещать тренинги, семинары и так далее, и так далее. То есть они начинают живо, активно интересоваться миром духовным. И этот мир их притягивает. Они чувствуют то, что там что-то таится такое, что для них очень важно, необходимо. Но они находятся в таком процессе, который можно назвать постоянным поиском. Или еще можно сказать постоянно и не то. Вот с каким бы направлением они ни знакомились, они чувствуют, что да, это интересно, это даже здорово, но все равно не то. Итак, одно направление, второе, третье, четвертое, и так бесчисленное количество раз. Можно очень много лет ходить по различным семинарам, читать различные книги и что-то чувствовать, но все равно остается эта жажда, остается этот голод внутренний, что нет той духовности, нет того духовного содержания очень большого, в котором есть потребность, необходимость. Но происходит встреча с родной душой, и вот тут у них раскрывается все. И то, к чему они стремились, может быть, много лет, а иногда не одно десятилетие, вдруг проявляется само. Вдруг возникают эти высшие состояния, возникают божественные переживания, причем самого высокого порядка, самого чистого, в самом чистом виде, можно так еще сказать. И вслед за этим они начинают понимать и осознавать, что это именно тот поток энергии, он имеет особенный оттенок, у него есть, можно сказать, особенный вкус у этой энергии. Вот эта вибрация – это то, что они искали. Это их. Вот они находят себя, все. На этом душа их успокаивается. Они свой духовный поиск не то чтобы завершили, а они нашли самое главное, они нашли свой путь. Вот это опять-таки показатель того, что у человека программа парного совершенствования. Когда он встречает свою родную душу, у него есть внутреннее ощущение осознавания. Вот это мое. Не в плане того, что человек мой, а вот это состояние, вот этот поток энергии, это и есть та энергия, то состояние, которое мне необходимо в жизни. И тут опять стоит добавить, немного уточнить, что, к сожалению, часто происходит та же самая путаница. Происходит встреча с родной душой, и человек считает, что вот это его истинный партнер, единственный, и с ним обязательно нужно жить вместе. Вот это не всегда так. Когда происходит встреча с родственной душой, то вы уже знаете, это для того, чтобы получить вот этот импульс, получить вот этот шанс, этот дар, который раскроет ваши потенциалы. А дальше вам нужно будет идти уже к тому, чтобы найти своего истинного, изначального партнера, свою истинную половинку. То есть ваш путь пролегает дальше. Такое может быть. Вот это нужно уточнить. Итак, вот сегодня мы дали такой краткий обзор того, что происходит с человеком и что происходит в его жизни, когда у него базовые программы парного совершенствования. Что с ним происходит, когда он чувствует, ощущает свою родную душу. Это ощущение, оно сугубо внутреннее, его очень трудно передать словами. Оно имеет определенный оттенок, совершенно неповторимый. То есть эту энергию невозможно перепутать больше ни с чем. Это особенный поток энергии, особенное свойство энергетическое.
Иногда это называют тантрическим потоком, это не совсем так. Это очень похоже на тантрический поток. Но только в тантре там, во-первых, поток другой, энергия по качеству другая, а во-вторых, там нет такого понятия, как истинный изначальный партнер. Ну, наверное, это тема отдельной встречи. Поток тантры и поток родных душ – это разный поток. Об этом нужно говорить подробно. Наверное, мы уделим этому время на следующих встречах. Итак, вот благодаря всей этой информации, которую сегодня вы могли услышать, что есть такое предчувствие своей родной души, как оно проявляется, как оно меняет нашу жизнь, как оно выстраивает нашу жизнь фактически, да? Вот эта информация даст вам возможность осознать, что, возможно, и вы тоже рождены с программой парного совершенствования. Если у вас внутри произойдет это осознавание, если вся информация, которую вот вы сегодня услышали, а также много еще есть знаний на других наших видео-встречах, вот если у вас это все внутри необычайным образом откликается, если ваша душа начинает буквально петь, когда вы воспринимаете вот эти знания, она откликается на эти знания, ваша душа, значит, вы имеете какое-то отношение к программе парного совершенствования. Либо она у вас действительно базовая, то есть это самое главное в вашей жизни, либо она является очень важной, и вам нужно встретить свою родную душу для того, чтобы произошел какой-то импульс в вашем развитии. Вот это то, о чем мы тоже говорили. То есть программа парного совершенствования, она во многом вам свойственна. Но слушайте вашу душу, слушайте свое сердце. Вот если у вас там внутри происходит отзвук, если струны вашей души начинают звучать, тогда в этом есть очень многое для вас. Тогда берите и используйте знания о родных душах, знания о их пути для того, чтобы ваша жизнь уже выходила на новый энергетический уровень, для того, чтобы вы полно самореализовывались, для того, чтобы вы нашли себя и для того, чтобы обрести свой путь, свое место в этой жизни. То есть путь родных душ для вас будет в той или иной степени своим, родным. Многие люди, они чувствуют свою родную душу. Подчас это ощущение непонятное для них. Они не четко осознают, не всегда полностью понимают, что же за ощущение внутри. Но если благодаря в том числе вот таким вот видео-встречам, как наши, вы почувствовали, что это ваш путь, что это ваше направление, значит, вы уже решили очень много задач. Тем самым вы решили очень много задач в своей жизни. И это может вам помочь в дальнейшем вашем пути. Внимательно прислушайтесь к своей душе. Может быть, вы вспомните свою жизнь и просмотрите ее. Какие же были пиковые события в вашей жизни и с чем это связано? С чем связаны самые лучшие события в вашей жизни? Самые успешные, самые динамичные, самые благоприятные, самые яркие. Если это связано с появлением вашего истинного партнера, значит, скорее всего, у вас именно программа парного совершенствования, и, скорее всего, у вас есть это предчувствие вашей родной души.